Ну что, друзья, сегодня я прикинут по фэншую. Я джентльмен. Привет, Джеймс. С приездом. Таком, может быть, англо-шотландском стильке. Вот, в костюмчике. Единственное, что я поел и заляпал футболку. Ну, надеюсь, что... да неважно. Что тут, как говорится. Если я классный, прекрасный, добрый, щедрый и так далее, то маленькое пятнышко никак на моей судьбе и на судьбе наших, надеюсь, в будущем отношениях с той дамой, которая сегодня придет, не скажется. Весна полным ходом. Практически в Питере был какой-то циклон. 2 дня тут такая грязь была, что у меня номеров на машине не было видно. Но я и не особо и не отмывал ее, потому что это Питер, детка. Вот так вот. Но сегодня я ее намыл, вылезал. Ну, не сам, соответственно, да, специально обученные люди. Теперь она блестит у меня, как кошачьи бубенцы вылизанные. Вот. И я готов к новым приключениям с новой мадемуазелью. И да будет все хорошо сегодня у меня, друзья мои. Держите вот так вот пальчики крестиком и глазки открытыми. Мы начинаем магию. Вот моя красотка. Привет. Привет, заходи. Сейчас. У тебя, ты знаешь, вот пока ты шла, я так видел. Здравствуй. Да нет, все нормально, закрылось. Волосы там причем. А, да? Да, все Зачем? нормально. Так было задумано или случайно? Ты знаешь, нет, это не входило вообще как-то. У тебя очень яркие черты лица, я хотел сказать. И ты идешь, и тебя прям, знаешь, вот так вот. Во-первых, видно, во-вторых, хочется на тебя смотреть. Ну, мне говорили, да, что я заметна. Они не обманули тебя. Вообще ни разу. И я надеюсь, это были мужчины в полном расцвете сил, да? Не подружки? И подружки, и мужчины, и Сережа тоже. Ладно, слушай, а ты знаешь, ну ладно, когда вот там девушка, да, не знаю, назовем это нестандартной внешности, и ей тяжело найти там, это я сейчас не про тебя, вообще про страшненьких, назовем их так, нестандартной внешности, ей тяжело там, да, как-то, ну вот найти себе мужчин в миру, да, они вот присутствуют на всевозможных сайтах знакомств, вставляют фотошопленные фотографии, чтобы там получше выглядеть там, да, вот, это я все понимаю, а вот такие, как ты, красотки, что ты там делаешь? Да, там, конечно, прям... Я не люблю сайты знакомств. Так, все так говорят, да. Вообще-то я не пью, но сегодня выпью. Но сегодня можно, да. Сегодня особенный день. Извини, перебил, давай, говори. Да, пожалуйста. В общем, но я не в первый раз, конечно, там регистрируюсь, постараюсь быть честной. Постарайся. Просто в жизни как будто бы ничего не складывается, как будто бы ты ждешь все время этого особенного момента. И... А что за мужичок тебе нужен-то? Ну, слушай, я хотела бы видеть рядом с собой мужчину взрослого, умного и состоятельного. Пока все в массе. Ну, это хорошо, что ты так в себе уверен. Это, конечно, радует. Так. Как, не складывается просто вот. То искры просто элементарно какой-то нет, то вскрываются какие-то неприятные подробности. Какие? То альфонсы находятся, что очень тоже неприятно. Так, стоп. А очень интересно в этом месте альфонсы. А у тебя есть чем поживиться, извини, если интересует вопрос? Ну, думаю, что есть. Видимо, раз и альфонсы находятся. Не, ты что у тебя? Ты, я не знаю, ты же не библиотекарем работаешь за 15 тысяч, наверное, я не просто так состоятельного мужчину ищу, для того, чтобы он меня содержал. В жизни не слышал ничего более смешного. Это прямо... Для того, чтобы мы... Редкость, так. Ну. Мы друг к другу подходили, чтобы мы на одной волне по жизни двигались, понимаешь? А что у тебя за у меня финансы? бизнес. Так, у меня какой? Несколько салонов красоты. Я сама просто, да, так. Ну, это на самом деле
редкость, я тебе могу сказать. Потому что большинство, да не большинство, а где-то практически 100% из 100 хотят именно найти мужичка, который мог бы решить их финансовые как раз вопросы. Ну, да, Свет, этот вопрос я уже успела решить сама, поэтому... То есть у тебя про любовь больше? Да, у меня больше про то, чтобы найти партнера по жизни. Я понял. А если вот у меня, например, я бедный студент, и у меня... Ну, рисковали мы уже так. Да? Да. И все это заканчивалось не лучшим образом, вообще, знаешь. Да, такая. Уйму историю могу об этом рассказать. Верю на слово, верю на слово. Да, подкаст об альфонсах я бы могла записать. Понятно. А ты сам вообще чем занимаешься? Я так понимаю, тоже... Я причастен, да, к каким-то коммерческим историям. Ваша прибыль с каких-нибудь 6 вложенных тысяч достигнет 60 тысяч $. Вот, который, соответственно, приносит мне определенный доход, назовем его так. Ой, как расплывчато. Обошел вообще любую конкретику. У меня как-то конкретно есть деньги, если конкретно. Вот. А если тебе еще конкретнее нужно, то задавай вопросы. Ну, сколько значений в твоей... Сколько вешать в грамм? Ну, давай так, хорошо. Это семизначные. Хорошо. Это семизначные цифры в месяц. Понимаешь, такое семизначные цифры в месяц? Понимаю. Это что значит? От? Это от ляма. От миллиона, да, рублей, да. Ну, отлично. А там, понимаешь, как уже фантазия твоя работает. Значит, и у меня семизначные. И у тебя А ты как вообще? Так, да. Это у тебя постоянный доход или бывают какие-то... Или все это так... От миллиона рублей в месяц. Меньше миллиона нет. Отдыхать любишь? Ты знаешь, в зависимости от сезона. Да, летом я предпочитаю либо все-таки средиземное что-то, около средиземное, вот, либо в родных пенатах. Вот. А зима, конечно же, это Юго-Восточная Азия, что-то вот такое, да, это там Таиланд, Бали, Шмали и вся остальная вот эта вот канитель. Потому что у нас как, да, у них, когда у нас зима, у них лето, когда у нас лето, у них зима. Вот, собственно говоря, так происходит. Ну, а вообще, какая сфера твоей деятельности? А вы с какой целью интересуетесь? Ну, просто интересно. Интересно? Мне у меня не, смотри, я понял. Простой человеческий. Да, я понимаю. У меня не несколько направлений, вот так правильно буду сказать, да. То есть у меня есть какие-то якорные направления, которые приносят большую часть дохода, вот. Но я развиваю дополнительно другие. Да, и надеюсь, что эти другие подтянутся также к якорным направлениям, которые мне, соответственно, приносят основной доход. Да на самом деле, ну, есть и есть, как говорится, знаешь, ничего противозаконного, ничего криминального, ничего там, я не знаю, сверхъестественного. Ну, просто я думаю, что не тем нужно кичиться на первом свидании. Ну, есть у меня такое ощущение. Ну, я спрашиваю больше про то, вот, какая сфера деятельности. Давай лучше я тебя сейчас... Даже о тебе как о человеке будет говорить. Я понял. Давай, окей, я приоткрою завесу тайны. Хорошо? Мы сейчас с тобой, я предлагаю, есть предложение, отправиться в ресторанчик. Да? Мы с тобой, может быть, посидим, поедим, выпьем чай, ты можешь вино, потому что я за рулем. Вот. И, соответственно, я тебе чуть больше расскажу про себя. Как ты? Ну, хорошее предложение, но... Есть сомнения какие-то. Так, ну давай. Я вообще могу предложить встречное предложение. Давай. У меня моя квартира. Так. Сейчас только мы сделали как раз ремонт. Так. Очень все красиво и свежо, и она находится в центре. Так. Прямо непосредственно на Невском. Может быть... Кучеряво живете, может быть. Может быть, лучше я тебе у себя дома приготовлю. Поедем ко мне? Вот это поворот. А ты кулинар? И вино и закуски? Главное, что есть вино. Ты сказала, что ты не пьешь. Нет, я сказал, нет, подожди, спокойно. Я сказал, что я за рулем и в ресторане пить не буду.
Но есть же у тебя вариант теперь прийти к тебе домой. Да. И да, Да, я там понял. уже как настроение. А как настроение будет? Ну, чувствую, настроение появится. У меня уже появилось настроение, я тебе честно Я могу вижу, сказать. да. Я прям, ты знаешь, приятно. Очень неожиданно, честно говоря. Потому что, ну, я скажу так, каждый мужчина, наверное, мечтает о таком свидании. Вот, но не каждый такое свидание получает. И знаешь что? Без обид. Лады? Хорошо, говори как есть. Без обид. Я, наверное, буду той самой девушкой, которая... Я не такая. Еще раз спасибо за предложение. смена ролей, да? Да, но я, пожалуй, откажусь. И все-таки я... Это очень странно слышать. Я согласен, но у меня, как говорится, Прям в очень моей странное избушке чувство. свои погремушки, да. Это очень странно, слышите, я согласен, но и все-таки я предпочту на нейтральной территории с тобой посидеть, пообщаться. Вот такое у меня. Так, это, правда, очень-очень интересная реакция на мое предложение. Ну, Как бы так, она, знаешь, помягче говоря. А я тебе скажу, да, она выдержанная. То есть я на опыте на определенном, и у меня есть определенная выдержка. Как не выдержка, выдержанные вот эти вот созревшие реакции на подобного рода предложения. ну-ка, Я не буду тебе почему? говорить. Ну, не Нет. хочу. Не, я не буду говорить. Ну, То просто есть? вот, не хочу говорить. Просто я не предпочитаю, еще раз тебе говорю, на нейтральной территории с тобой пересечься и вот посидеть, собственно говоря, пообщаться. Если ты готова, отлично. Если, соответственно, по каким-то причинам тебя это не Ты устраивает... серьезно отказываешься от того, чтобы поехать, тебе девушка, которая не хочет быть твоей там содержанкой или как они там называются, и Да. предлагает поехать Да. к ней домой, Да. ужинать, Да. и ты отказываешься. Да. Ты, Все верно. ты уверен? Да. Ну вот. Серьезно? Да. Я просто отказы не привыкла получать. Что-то Особенно всегда, на такие щедрые предложения. всегда что-то бывает в первый раз. Одна из моих любимых фраз. О, да, вот это ты меня сейчас, конечно, правда удивил. Ну вот. Серьезно, отказываешься? Да. Вот. Слушай, ну нет, тогда и я тоже ни на какую нейтральную территорию не перестань. пойду. Вот. Да, просто не хочу. Не хочу. У меня в каждой избушке свои погремушки, Ага. как ты Ага. сказал. Нет, все, знаешь, просто настроение как рукой сняло. Ну, Вот такой вот это непредсказуемый на самом день. деле не очень, конечно, все позитивно отразится на моем настроении, но в целом... А на моем уже отразилось, слушай, к сожалению, или к счастью, для кого из нас как, но ты свой шанс упустил. Серьезно? Да, слушай, Ну, нет, все, правда, что вообще. смог, как говорится, настроение как рукой сняло. да? Да. Пойду, постараюсь этот день чем-то спасти. Ну, у Хорошо, тебя есть и вино и тебе закуски, не ты буду. сказала, да? Давай, хорошо, Я не буду его договорились. дальше портить. Давай, на связи будем. Вряд ли. Да, вряд ли? Ну, давай, хорошо, пока. Сейчас вы скажете: Женек, твою мать, хер тебя поймешь, что ты ноешь, блин, что тебе тёлки не дают? То отказываешься. Объясняю, друзья мои. Я уже бывал в подобных ситуациях. И каждый раз, когда красивая женщина, молодая, тащит тебя домой, к себе, это, сука, сигнал. Понятно, что есть шанс, что ей действительно, ну, надо, скажем, того самого, и прям горит, и ей уже, ну, не до прелюдий, не до долгих свиданок и так далее. Но это такой редкий случай, что, скорее всего, в этот момент нужно напрягаться. И я в этот момент всегда напрягаюсь. Почему? Объясняю. Я пришел, что-то выпил, что-то съел и проснулся без трусов в помойном баке. Вот. Без тачки, денег, с телефонов там пальцем моим бессознательным
открыли все приложения банковские, в том числе перевели себе бабки и так далее. Короче, вариантов развития событий может быть херово тучу. И мне эти приключения ради шанса, что я просто классный чувак, и мне просто на первом свидании «Эй, бери!» Не пойдет мне такой вариант. Меня не устроит. Но вы можете меня закидать ссаными тряпками, сказать: Женек, ты, по-моему, уже, блядь, реально голову долбишь сам себе и нам, как зрителям. Друзья мои, нет, пожалуй, я все-таки дистанцируюсь. Поверьте мне, вот даже среди вас найдутся люди, у которых было подобное приключение. Да, в баре познакомился с телочкой, она трали-вали, сапоги, сандали, пошли ко мне, ты такой классный, да, вот. И потом где-то на лавке без денег, без нихера оказываешься и все, как говорится. И мне бы так не хотелось, честно. Мне нужно все-таки усредненный вариант, скажем так. Вот ресторан, мы побухали, пообщались. Она такая, типа, блин, ты такой классный. У меня ощущение, что мы знакомы всю жизнь. Да. Ножкой под столом меня погладила. И такая, типа, поехали ко мне. Вот этот вариант развития событий меня устроит. А вот такой, типа, как сейчас, нет. Друзья мои, я закончил. Костюм мне не помог. Будем надеяться, что поможет мне в следующий раз. Чувствуете, да? Чувствуете перемены? Волосы отрастил. Костюмчик ношу. Молодюсь? Моложусь? Молодусь? Короче, пытаюсь продлить молодость. Хотя какая тут молодость? В этом году, напомню, мне 45 лет. Юбилей в октябре. А через 5 лет полтос. Прикиньте, полтос! Но я, говорят, выгляжу чуть моложе. Если это правда, напишите, что это правда. Просто слово «Женек», правда. И мне будет приятно. Обнял, поцеловал, покружил, поставил. Пока-пока. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.